Армяне – народ достаточно самокритичный и толерантный. Отсюда и умение по достоинству оценивать каждую добрую шутку в свой адрес. Ереван, 2 января, Спутник. Армения, армяне и все, что с ними связано, стали героями многочисленных шуток в 2018 году. В ряде случаев было это связано с «бархатной революцией», произошедшей в апреле-мае. Но были и фразы, которые попросту отражали национальный менталитет, внешние особенности армян, специфику страны и т. Сразу же после известных событий пошли мемы, шутки и анекдоты, в которых фигурировали как лидер протестов, а затем и глава правительства Никол Пашинян, так и рядовые граждане. Одной из первых отреагировала российская комедийная программа Comedy Club. Ее участники разыграли сцену, при которой каждый из них предстает в роли определенной страны. Так, Россия в образе Гарика Харламова, США в образе Тимура Батрутдинова, Беларусь в образе Андрея Скорохода и Грузия в исполнении Демиса Карибидиса. Армению представил Михаил Галустян, который присоединяется к трио США, Россия, Беларусь, и рассказывает о своем новом парне, то есть руководителе страны. У меня же новый появился, вау, с мая месяца. Молодой совсем, журналист. Скромный такой, правда, денег у него нет, сетует Галустян, Армения. Армения, конечно, хорошо устроилась, самая старшая из нас, а парень у нее самый молодой, жалуется Скороход, Беларусь. Сидят наши герои в кафе, и когда официант подходит к ним с вопросом, что будете пить, Скороход Беларусь заказывает воду без газа, Галустян, в роли Армении, спрашивает, можно мне газ без воды, чем вызывает громкий смех и аплодисменты зала. Немного отвлечемся от политики и перенесемся в мир футбола. В ноябре полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Фелайни сменил имидж и стал очень похож на армянина, хотя и с серьгой в левом ухе. Подписчики спортсмена в Instagram заценили его новый имидж, а некоторые сравнили с игроком Арсенала и капитаном армянской сборной Генрихом Мхитаряном. Один из читателей сайта sports.ru оставил комментарий, теперь он армянин, другой написал, Маруан Мхитарян, большое число лайков набрала и запись, на Ашота похож. Свою лепту в популяризацию армян-гинекологов внесла российская актриса Анна Хилькевич. У звезды «Универа»
В августе родился второй ребенок. Акушером-гинекологом оказался армянин Вадим Григорьян. После родов актриса призналась в любви к госпиталю, куда хочется возвращаться снова и снова. Потому что роды могут быть приятными. И в этом я уже убеждаюсь во второй раз, написала Хилькевич, разместив в Инстаграм фото героя доктора и супруга. По ее словам, Григорьян – прекраснейший врач, внимательный, понимающий, а самое главное – профессионал с большой буквы. При этом выяснилось, что при рождении первенца также помогал доктор-армянин, на этот раз Сергей Игоревич Арабаджан. Об армянах вспомнили после крайне неудачного матча Хорватия-Аргентина на чемпионате мира по футболу. Аргентинцы проиграли хорватам со счетом 0-3. 11 армян из Пятигорска обманули болельщиков, представившись сборной Аргентины по футболу, написал один из пользователей, параллельно намекнув на неутешительное состояние армянского футбола. Армяне, несмотря на понты и внешнее самодовольство, народ достаточно самокритичный и толерантный. Отсюда и умение по достоинству оценивать каждую добрую шутку в свой адрес, а то и самому подкрепить ситуацию не менее искрометной фразой и выходкой. Во всем мире теперь знают значение армянского слова «пачек», «поцелуйчик». А наглядно рассказал и показал, что это значит премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе. Там премьера познакомили с членом команды Макрона, который оказался армянином. Соотечественник признался, что совсем не говорит по-армянски, но знает одно лишь слово – «пачек». «Ну я и предложил, let's do пачек», объяснил премьер республики, рассказал потом на своей странице в Facebook Пашинян. Видео обнимашек стало вирусным в сети, его уже успели посмотреть более 360 000 раз.